Всем привет! Производство автомобилей Каи E5 стартовало в России на заводе Автотор. Цена автомобиля в России 1 миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба производителя. Уже в 2023 году модельный ряд бренда будет расширен за счет 3 других автомобилей. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Калининградский Автотор вернулся к производству автомобилей, начав со сборки китайского седана Каи E5. И в планах компании выпустить до 100 тысяч машин в 2023 году. Официальная сборка седанов Каи E5 началась на предприятии еще до Нового года. Топ-менеджер Автотора отметил, что гарантия на автомобиль будет 3 года или 150 тысяч километров пробега, а цена начальной комплектации 1 миллион или даже ниже. Пока речь идет о крупноузловой сборке, но в дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства, будет наращиваться и уровень локализации. Каи E5 со своими габаритами похож на Hyundai Elantra. Длина 4666, ширина 1825, высота 1483 мм, колесная база 2700 мм. Оснащается автомобиль хорошо знакомый россиянам по моделям Chery и Exceed, связкой турбомотора 1.5 на 156 лошадиных сил и 230 Нм и вариатора. Интересно, что Автотор получил эксклюзивное право на производство и дистрибьюцию продукции марки Каи на территории РФ и ряда других стран СНГ. Для этого уже создана фирма Каи Рус, причем она уже приступила к приему заявок от дилеров. Старт продаж седанов Каи E5 запланирован на первый квартал этого года, а до конца года планируется выход на рынок РФ еще 3 моделей бренда. Первый это кроссовер Каи X3. Длина 4400, ширина 1831, высота 1653 мм, при колесной базе 2632 мм. В движение X3 приводит 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 116 лошадиных сил в сочетании с вариатором. Цены на Каи X3 для нашего рынка пока не разглашаются, а в Китае разброс цен на данный кроссовер составляет 670-830 тысяч рублей. Следующая новинка Каи для рынка России – версия кроссовера X3 с подтянутым дизайном и приставкой Pro в названии. По размерам он полностью идентичен обычному X3. Под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил. В паре с ним будет трудиться вариатор. Цены на Каи X3 Pro также пока неизвестны. В Китае разброс стоимости 790-970 тысяч рублей. Третьей новинкой Каи для России станет премиальный кроссовер Kunlun. Длина 4738, ширина 1968, высота 1708 мм, при колесной базе 2820 мм. Его салон пятиместный, но в будущем планируется добавить и третий ряд. В движении Kunlun приводит 2-литровый двигатель на 249 лошадиных сил. В паре с ним будет работать роботизированная коробка передач на 7 ступеней. Есть полный привод. Цена Каи Kunlun в РФ не сообщается. В Китае за новинку просят 1 миллион 100 тысяч, 2,5 миллиона рублей. Ну и обещанная мною шутка юмора. До сих пор никто не может объяснить, почему враги России – это всегда те, у кого есть помидоры, фрукты, пармезан и хамон, а друзья России – это всегда те, у которых самим жрать нечего. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. А как вам продукция Автотора? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, здоровья вам и вашим близким.